Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Благодарю вас. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь. Тема сегодняшнего расклада. Ваша главная завистница. Кто она и чему она, собственно, завидует? Сейчас сделаю вашу, девочки, сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца один вариант. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Очень интересно. Нестандартно. Ну, в принципе, для той прекрасной девушки, которая постоянно приходит на мой расклад, которая заходит, интересуется Таро, эзотерикой, то, в принципе, все логично. Смотрите, о чем я. О том, что на вас вышли карты, говорящие о том, что сейчас вы пытаетесь, по крайней мере, вернуть себе это состояние гармонии, умиротворения. Отчасти показано, это вам удается. Благодаря чему? Благодаря вот этой карте читается как окно в иной мир. Как будто бы вы умеете, может, переключаться, может быть, ну, где-то находить вот это вот спокойствие, как в нирвану, да? Состояние, знаете, какой, я не могу сказать, выход в астрал, да? Ну вот как будто бы вы умеете увидеть, может быть, даже с детства вы это замечали. Вот какое-то волшебство в обычных вещах, вот, не знаю, в обычном каком-то кленовом листике красивом. Там другие пройдут и не заметят, а вы подберете, поднимете, рассмотрите. У кого-то кто там гербарий, у кого-то там лепестки роз, еще что-нибудь. Девочки, это я к тому, что вы умеете замечать прекрасное, а кто-то замечает волшебно, а с кем-то, может быть, даже с детства вот такие случаются какие-то интересные истории, иначе как не припишешь какому-то стечению обстоятельств. Может быть, прям какие-то случаи такие. Может, ясновидение, да? Может, сны какие-то вещи снятся. Тут показано, что женщина отчасти уже принимает это свой. У кого-то это дар, да? У кого-то это умение, опять-таки, слышать эти подсказки Вселенной, замечать вот какие-то нюансы. Для большинства людей это, ну, вообще, ну, как будто бы ни о чем. Многие в это не верят, многие как будто от этого вообще открещиваются. А у вас вот почему-то вот эта карта, как карта окно в иной мир. Для вас возможны, для вас открыты эти возможности, для вас шансы эти вам даются Вселенной. Для того, чтобы, может быть, даже посмотреть на этот мир иными глазами, как бы под другим углом. Вот как-то так вот почему-то мне показано. А у кого-то, девочки, вот это состояние гармонии, счастья, прям, ну, мне так идет, вот такой, как будто бы для вас, может быть, на каком-то этапе вашей жизни тут были какие-то проблемы, тут влияние третьих лиц. Не обязательно тут любовные треугольники. Хотя у кого-то может проиграться, потому что тут карта этот принц, и тут этот рядом любовный треугольник. Это, опять-таки, ли мужчина не свободен, вы не свободны. Но даже если, в принципе, можете быть свободны, тут влияние и третьих лиц. Это может быть родня со стороны этого мужчины. Может еще какая-то женщина, не обязательно это супруга или, там уж, не знаю, любовница. Вот это какая-то история, она сподвигла вас к тому, чтобы, может быть, искать ответы вот в эзотерике, вот увлечение Таро. Как будто бы вы смогли, может быть, отчасти, не совсем кто-то, а кто-то и полностью получил ответы на эти вопросы. И благодаря этому через эзотерику, через, опять-таки, увлечение, может, чем-то таким необычным, нестандартным. И вы в этом гармоничны. Говорят, это ваш путь, это ваше призвание, это ваша дорога. Ну, как будто бы даже подсказка. Вот вы такая, вы, не буду говорить, все мы уникальны, все мы богини, да. Но тут почему-то это подчеркивается. Опять-таки в вашей жизни показано, был, есть у кого-то этот принц, мужчина какой-то,
Ну, 100% вот тут он пользуется успехом у женщин. Кто-то может женатик быть. Но мне показано, что рядом с этим мужчиной вы чувствовали себя вот какой-то такой красивой, желанной, наполненной. Вам хотелось творить, вытворять, может быть, на пятую точку искать приключений. Может быть, рядом с ним вы почувствовали себя вот такой какой-то максимально какой-то раскрепощенный, сексуальный, опять-таки. Почему-то мне вот эту карту хочется сейчас так считать. Может, ради него именно вам хотелось быть такой. Вообще не вижу тут карт, которые бы говорили о том, что мужчина прикладывал какие бы то ни было тут такие усилия для того, чтобы вы вот такой себя почувствовали. Может, он сам по себе пришел в вашу жизнь, и его роль в вашей жизни заключается не в том, чтобы создать с вами там прочную семью или какую-то там, ой, такую прям головокружительную love story, да. Может быть, элементарно для того, чтобы разбудить где-то вас. Вы почувствовали, что вы можете быть и такой. И удивились и сказали, да, я умею быть такой, интересно. Здорово, да. Кайфанули сами от себя. А кто-то, в принципе, по жизни вот такой, как райская птица. Я же говорю, эта карта я ее очень люблю. Она очень часто выходит на вашу сигнификацию, девочек, которые смотрят. И муза, вы интересны для многих, для мужчин, для женщин. Женщины с вас многие берут пример. Умение себя как-то так преподнести, умение сфокусировать опять-таки и удерживать это внимание на себе. Умение где-то вот тут как-то вот вашу женственность подчеркнуть, ваши какие-то плюсы во внешности подчеркнуть, а какие-то там мелкие недостатки, да, которые есть у каждого из нас, там, у каждой, может быть, как-то закамуфлировать. То есть вот тут что-то такое у вас есть. Это, ну, тут самая главная энергетика, девочки. И опять карта феечка идет у меня. Вот это все о том, что тут энергетика такая, девочки, у вас еще и с феей вместе. Это 100% как будто бы вы, ну, правда, вы как чуть-чуть не в хорошем смысле, не от мира сего. Правда, как будто бы вы живете, кто-то еще в каком-то параллельном мире, кто-то увлекается вот чем-то таким, ну, необычным, я имею в виду, кто-то там с детства любит фэнтези, кто-то, опять-таки, вот какой-то такой подтекст эзотерика. Может, пытаетесь себя реализовать через творчество в чем-то, да, кто-то пишет картины, причем это картины могут быть такие, не обязательно это сюрреализм там какой-то или, но тут что-то такое интересное, какое-то оно с одной стороны девчачье, почему-то мне идет, а с другой стороны какая-то тут мистика, магия, волшебство какое-то, я не знаю, девочки, ну что мне пришло, это я описываю. При этом первая карта говорит гармония о том, что вы себя принимаете. Я могу даже сказать, вы как будто бы... тут нет такого, что вы там отрицали это в себе. Ну, как будто бы вы, может быть, искали, может быть, долго подтверждение тому, что, может быть, ну, тоже в эзотерику пошли, да, что в этом мире не все так просто, не все на поверхности, да, может быть, даже какое-то философское тут учение у вас какое-то. Что-то мне тут так интересно, как будто. Ну, правда, у вас какой-то взгляд на этот мир, ну, он отличается от обычного человека. Как-то так, девочки. Ну, вот этот мужчина тут, конечно, оставил глубокий след, неизгладимый. И он такой чуть-чуть с таким печальным таким подтекстом. Как будто бы, мне кажется, не совсем у вас удалось с ним реализовать то, что вы хотели. Но чему-то он вас научил, да, и, может быть, даже из-за этого всего вы теперь, из-за этих каких-то ваших приключений с ним, вы где-то, кто-то пришел уже в эту гармонию, да, нашел себя, кого-то это подтолкнуло искать себя. У кого-то это прям, как знаете, может быть, в какой-то зоне комфорта своей пребывали, у кого-то... Я даже не могу назвать вас, тут, может быть, знаете, язык не поворачивается, сказать, что вы где-то оторваны от мира, что вы витаете в облаках, какая-то мечтательная особа. Это все тут есть, девочки. Но почему-то мне идет, что... Ну, не хочу это с таким, знаете, подтекстом, что это минус. Нет, вы такая, какая вы есть. В этом вы прекрасны. Просто что история с этим мужчиной могла вас подтолкнуть, допустим,
Ой, к раскрытию собственного потенциала, в принципе, как будто бы вам стало, может быть, интересно, а куда я иду, а для чего меня ведут высшие силы, к чему, а где я во всей этой истории. Как-то так, может быть, даже это заставило вас сфокусироваться больше на себе, на своих каких-то потребностях, желаниях. Мгм. И они вас где-то, может быть, удивили, а где-то вам стало классно от того, что вы осознали, чего истинно вы хотите. Ну, ладно, я увлеклась. Ну, вот как ко мне сегодня так, как эта волшебная девочка пришла. Это здорово. Без таких, как вот вы, мир бы был бы очень скучным, серым, одноликим и каким-то вообще, каким-то безликим даже. И как роботы все были бы. Правда. Так, ладно. Я отчасти такая. Отчасти какие-то карты мне резонируют. Я прям считываю себя в чем-то. Так, ладно, мой хороший. Так, ну давайте вернемся теперь к вашей, кто там ваша завистница, да? Так, кто ваша главная завистница сейчас? И чему она, собственно, завидует? Кто она и чему она завидует? Чему она завидует? Ваша главная, основная завистница, и чему она завидует? Ваша завистница, и чему она завидует? Ваша завистница, и чему она завидует? Так, ваша завистница. Главное, чему эта женщина завидует? Начинаем. Так, может, узнаете. Сейчас фамилия, имя, отчество и номер квартиры. Так, начинаем. Кто ваша... О, офигеть, а что это такое? Ты прям на вашу похоже эту энергетику, на вашу сигнификацию. Я тут могу только считать, что тут ярость у женщины из-за того, что... Ну, это я как вас сейчас уточню. Как будто бы у нее реакция на вас. Она вас видит, у нее ярость, злость какая-то. Угу. На прямых смотрим. Так, это вы, ваша карта, или это этой женщины карта? Это вы. Интересно. Знаете, как можно это прочитать? Смотрите, эта женщина, она видит только, как будто вы знаете, как верхушку айсберга. Она видит вас, ну, она вас не знает толком. То есть, может быть, там вы пересекаетесь, даже общаетесь, но как будто бы истинную вас она не знает. Она считывает вот эту какую-то райскую птицу в прекрасном оперении, да. Может быть, вот, считывает, как вы выглядите внешне. Может быть, там уже, не знаю, какие-то подчеркивает для себя, там, в общем, ваши, как это правильно сказать, элементы гардероба, как вы можете там сочетать наряды, может быть, там какие-то ваши обновки, вот она отмечает, умение где-то это все как-то себя преподнести, может быть, считывает ваши какие-то, даже не знаю, как это, способности коммуникации, способности скорее производить впечатление на тут мужчин тоже в том числе. Вообще как будто бы к себе располагать людей. Вот она это считывает. Но она не учитывает того, что вас истинную она совсем не знает. Где-то даже, может, она воспринимает вас не настолько, скажем так, глубоким человеком, которым вы являетесь. А тут показано, что вы где-то являетесь как заложником образа своего. Для вас это очень важно, вот почему-то вот так вот, может быть, так повелось с юности,
ну, как-то тут прям девушка, как, знаете, райская птица, девушка-праздник. На самом деле, вполне возможно, вы из тех людей, которые, даже если у вас будут там, как это говорят, кошки на душе, да, скрести, и слезки, да, капать, то вы эти слезки смахнете и будете улыбаться во все, там, я уже не знаю, во весь полный рот, голливудская улыбка, да, и чем хуже, как это, Мао Цзэдун, да, чем хуже, тем лучше, да, но в данном случае я имею в виду, что как бы хреново не было, будете назло, сцепив зубы, вот улыбаться, и головочка поднимем вверх и пойдем, да, походка от бедра. Вот тут как будто бы она даже не удосуживается узнать, эта женщина, ну, может быть, ей даже не слишком это важно, вот насколько там, что у вас, какие проблемы. Она просто считывает вас как вот такую яркую, у вас все классно, вы такая прям самоуверенная где-то, в общем, счастливая какая-то такая. А для нее показано, что это как вот шанс где-то даже, тут не то, что там брать с вас пример, как-то вот копировать вас, может быть, ну, вот почему-то ей вот шанс от вас, как будто бы чему-то, ну, человек вот смотрит на вас, может быть, подзарядиться энергией, может быть, научиться даже у вас чему-то. Тут даже больше, ну, мы смотрим зависть элементарную. Я хотела это обойти как-то красиво. Но на самом деле это зависть. Человеку хотелось бы быть в первую очередь вот такой вот. Ей кажется, что у вас все легко и прекрасно и гармонично, и как будто бы вам все блага из рога изобилия прям на вас это летят сверху, уж не знаю, ковришки какие-то, да, льются. Почему-то вот из женщин это вызывает агрессию, тут ярость, человека накрывает вот по этой карте. Так, зависимость от чего? Ой, два. У нее уже сформировалась какая-то нездоровая зависимость. С одной стороны, вы ее раздражаете, бесите, выбешиваете. С другой стороны, ей постоянно хотелось бы за вами наблюдать, мониторить. Ну, где-то даже показано у нее как зацикленность на вас. Вот, узнавать, а что у вас, а чё, как будто бы. И тут карта клевер. Мне даже, девочки, вот как правда, вот как сущность, она как будто бы вот может свою жизнь сравнивать с вашей. И человеку хотелось бы какие-то шансы по жизни, те, что как будто бы ей кажется, что ее там обидела судьба, да, а вам, допустим, эти шансы давались, а вы давались, и вы их брали, ей кажется, а ей, допустим, эти шансы никто и не давал, может, ей кажется, что ей там приходилось там зубами, как это, выгрызать, да, там, может быть, элементарные какие-то блага, а ей может казаться, что вам от природы это дано, или у вас там родители, да, какие-то обеспеченные, или вы там как-то вышли замуж супер, по ее мнению, типа удачно, что у вас все есть. Хотя на самом деле это говорят, что она даже не понимает вашей жизни, ваших где-то устремлений. Она считывает только то, что вот ее что-то триггерит, раздражает, она это считывает. Ей от этого тяжело. Тут прям какая-то больная зависимость. Она вот чем больше вас узнает, она как будто бы, вот, знаете, как это, как ранка, которая вот на коленке ты упадешь, да, как в детстве. Ранка это образует, пытается эта ранка бедная затянуться, да, эта корочка образуется, и вот она вместо того, чтобы жить своей жизнью наполненной, где-то этот фокус внимания на себя направить, где-то, может, вот эти шансы, которые каждому из нас даются, может быть, чтобы брать вовремя, даже вот пытаться даже где-то что-то, она вместо этого вот эту ранку как подковыривает, а вас опять что-то узнает, и ее раздражает. И опять оно как кровоточит. Для нее это тяжесть какая-то. Вот показано. Такое ощущение, как будто бы человеку вы даны как, ну, не обязательно тут кармический партнер. Я не хочу везде это вот сочетание, это впихивают везде вот это. Но тут как будто правда, как вы для нее какой-то урок, который она не проходит. Вот ей по-любому как будто посмотреть на вас, вот чему там она завидует у вас, взять там и только не копировать тупо, да, а просто вот посмотреть, в чем она там может быть, не то, что там ресурс не вас, а в чем, может, у нее таланты какие-то, не те, что у вас там, а может быть, в чем у нее какие-то навыки, способности. И вот в ту как будто бы сторону развиваться. Нет, вместо этого она как будто бы накручивает себя еще больше, от этого тяжесть какая-то, и какая-то неопределенность, и постоянно это сравнение с вами. Тут вот будто бы не хватает человеку вот этой ясности какой-то. При этом она, понимаете, она сравнивает себя с вами,
И у нее ощущение, что, допустим, если в чем-то там вы реализованы, вот, не знаю, в какой-то сфере там, да, в какой-то, может, профессии, а ей почему-то кажется, что рядом с вами она где-то как ребенок, ясность, то есть где-то что-то она не достигла того, чего она хотела бы достичь. Вот как-то так, девочки. Ну и вот это сравнение такое, вы мне напишите, что да, мне там с детства, я не родилась серебряной ложкой этой во рту, я тоже всего там добивалась, на 3 работах пахала, да, помимо этого всем еще занималась, еще. Я все это понимаю. Ну, она считывает вас, женщины, которая все это как будто бы дается легко. Так, кладбище. О чем вообще? Семья. Девочки, вот эта женщина могла вполне возможно где-то как просматривать вас, не сама, а скорее всего обращаться к кому-то. Вот прям ее вопрос, вот этот, вот смотрите, вот карта кладбища тут мне так идет. Может быть, даже мысли такие какие-то были не очень хорошие в вашу сторону. Тут не обязательно для того, чтобы там вас уничтожить или что-то такое. Тут она как вот почему-то как какую-то игру как будто бы вела. Смысл этого? Ей почему-то казалось, что вот, допустим, вот незаслуженно у вас это все, то, что вы имеете, оно у вас есть. Она себя почувствовала какой-то униженной. Тут опять как обращение, мне кажется, как к ведьме. Или это... Сейчас, обращение было. Скорее всего, тут она рассматривала любые варианты. Кстати, она могла думать, что и вы по карте ведьма тоже можете чем-то таким обладать, что притягивает то ли удачу, то ли вы вот какие-то ресурсные, благодаря тому, что вы можете там что-то. Карта игра, ведьма. Тут как будто бы вот можно это так, знаете, тоже прочитать. Вполне возможно, с одной стороны, женщина там старалась, может, кому-то обращаться для того, чтобы где-то прояснить ситуацию. Но мне кажется, она не перешла тут какой-то рубеж, сами понимаете, потому что святая вода вышла. А по поводу вас тоже могла вам приписывать, то, что вы там чем-то там занимаетесь, шаманите, притягиваете эту удачу себе. Так, женщина еще на самом деле... Так, сейчас провокация, иллюзия проходит. На самом деле показано, что, ну, я не буду говорить, что она тут глупая, но не буду, у меня язык не поворачивается. Просто она показана как будто женщина, которую на самом деле довольно-таки легко вывести из себя. Может быть, из-за состояния этой неудовлетворенности, может, того, что какие-то, правда, не закрыты элементарные базовые какие-то потребности у человека. Потому что тут эта агрессия в вашу сторону. Ну, как будто бы вот даже какой-то разговор о вас... Это как провокация для нее, как красная тряпка. И вот она почему-то себя тут как накручивает, и у нее приходит осознание того, что, допустим, она о вас сложила какую-то картинку, да, и типа нашла какое-то, типа, уязвимое место, да, ваше, и попыталась, типа, то ли укусить вас, не обязательно, тут, я не знаю, даже, может быть, контакта у вас прямого и нет. Вполне возможно, что вы уже разошлись в вашей пути дороги. Опять выходят одни и те же карты. Как-то святая вода и ведьма одно и то же выходит. Вполне возможно, вы даже пересекались в прошлом. Сейчас, может быть, не пересекаетесь. Это как вариант, не знаю такое. Но вот почему-то говорят, что вот прямо вот раздражаете. Да нельзя. И просто вот ее вот эти, может быть, даже с ее стороны были тоже, можно прочитать какие-то провокации. А ну, с ее стороны провокации. Да, девочки, кстати, это с ее стороны провокации могли быть. Какое-то поведение такое, знаете, двойственное. Вполне возможно, она даже в открытую не вступала с вами в конфронтацию, какую-то там, знаете, ярко выраженную какую-то такую, знаете, не занимала позицию там, типа, вот не обозначала, что она ваш враг там или вот что-то такое вот. Но тут она какая-то неприязнь это сквозит. Карта провокации могла где-то как-то участвовать, да, знаете, как вот, против кого мы сегодня, девочки, дружим. Вот тут 100% такой вот карта Орлики, нестандартно какая-то как-то. Но, скорее всего, что ее вот эти провокации ничем хорошим не увенчались для нее. По факту, это как иллюзия, они разбились, как эти стеклышками вот этими розовыми внутрь, розовые стеклышки разбились этими
розовые очки разбились этими стеклышками внутрь, девочки, заговариваясь. Как будто бы все особо ничем не увенчалось. Там какие-то ее, может, хитромудрые планы там, или какие-то она там пыталась, не знаю, ловушки расставлять. Тут что-то такое. У кого-то злоупотребляет алкоголем, потому что карта алкоголь вышла. У кого-то ищет как утешение в алкоголе, знаете, ну, типа, на время забыться. Не в том плане, что там вы настолько красной нитью прошли по ее жизни. Ну, вообще, как будто бы человек снимает стресс вот при помощи алкоголя. Может. Но это скрывает за 7 печатями. Но это серьезная проблема, кстати, говорят. Может быть, если замужем, супруг знает. Ну, такое. Может, даже супругом употреблять. Ладно, это такое уже, знаете, не буду сюда тонкая грань, тонкий лед. Справедливость все-таки, да. Но, скорее всего, это тоже... Но это, опять-таки, как всегда, когда ты злоупотребляешь алкоголем, это на время притупляет. На самом деле, это не спасает ситуацию вообще, от слова совсем. Тут душевные муки. После этого человека накрывает еще больше. Ну, типа, как упущенное время, упущенные возможности. Вот. Не знаю, почему-то она идет, как вот сравнивает вас, причем она вас толком и не знает, она вот этот вас считывает, я же повторюсь, только ваши какие-то вот там внешность, где-то ваша вот как-то подача себя, вот тут что-то оно такое вот. Так, к чему именно завидует? Ух ты! На прямых. Ой-ой-ой, тут вообще ни черта не понятно. Сейчас. Так, начну, пожалуй. Логично, начну с конца, да? Что-то мне так хочется прочитать, так мне понятно, по крайней мере. Так, удел кармический. Так, чему завидует? Так интересно, спрашиваю, уточняю все-таки. Карта магии, опять вот этот магический какой-то подтекст. Я спрашиваю, это она считает, что вы наделены этой магией, что даже не то, что наделены, а вы умеете, ну, влиять на свою жизнь, да, в лучшую сторону, благодаря там какому-то магическому, скажем так, ну, не знаю, ритуалам. Ну, уточняю я. Она думает, что вы занимаетесь магией. Нет, наоборот, тут карта очищения. Скорее всего, у человека такое впечатление, как будто бы, я же говорю, как будто бы тут все за вас, тут и высшие силы на вашей стороне, как будто бы вы дружите, вот магия дружит с вами. Вот давайте нормально это как-то, не знаю, как это все донести. Смысл такой, что как будто бы все складывается так, как вы хотите. При этом вы, ну, не увлекаетесь магией, вы не токсичны и вы никому не вредите. Вот как-то так странно. Это может быть, знаете, она может считать вас суперудачливой или человеком, который элементарно не применяет магию, но может, знаете, как вот по тайной жрице даже, да, хотя тут тайной жрицы нет, знает какие-то законы Вселенной, знает где, когда правильно, как себя проявить, как оказаться в нужное время, в нужном месте, обладает тайными знаниями. Вот тут, скорее всего, такое какое-то, как будто бы вот тут собака это дружба и магия, как будто бы вы дружите, вот, ну, скажем так, находите, может быть, подход к многим. Тут элементарно у кого-то, даже вот это вот не буду магию сюда, а может человек понимает, что вы супер классно умеете коммуницировать, увлекаетесь психологией, умеете применять вот эти какие-то психологические, ну, трюки, не трюки, но приемы какие-то. Тут не обязательно даже манипуляции. Тут элементарно человек умеет договориться с любым, как дипломат. Я же говорю, из любого там, допустим, какого-то, это ей так кажется, она завидует этому, из какого-то там, не знаю, элементарного общения, там, не знаю, даже проехали вы где-то вот в общественном транспорте, да, там, в метро,
в троллейбусе, трамвае, и вы там случайно где-то с кем-то пересеклись, разговорились, какую-то тему затронули, бах-бах-бах, и у вас тут уже пол этого трамвая, ваших каких-то единомышленников, уже вы на одной волне, уже оставили свои какие-то контакты, и тут вас в одну группу включили, в вторую, тут вы нашли работу, подработку, тут уже вы поступили в какой-то, не знаю, какой-то институт с кем-то вместе. Вот как будто бы вот тут такое вот почему-то нас видит вас вот таким человеком. Я не знаю, это прям как оно магия, но не в том плане, не в том формате, в котором мы привыкли воспринимать, а вот как будто бы женщина обладает вот таким магнетизмом, это о вас. Опять-таки, знает эти приемы какие-то, умеет их применяет успешно. Опять-таки, вот тут как-то вот чему она завидует, вот даже если какие-то тяжелые ситуации, тут кармический как будто узел, и карта Луна, когда туман, неопределенность, а вы все равно выходите, а вы все равно знаете выход. И причем, как бы хреново не было, тут идет все равно такой подтекст вот в этих картах, как будто вы все равно планочку-то поднимаете, и вам это интересно, ну, истинно интересно. Так, чему еще завидуют? Вот мне еще идет, девочки, как будто бы, ну, понятно, ей зависть, может быть, какое влияние на мужчин оказываете. Тут вас показали какой-то страстный, красивый такой, вот как-то так, как будто вы умеете там на мужчин впечатление производить. Может быть, если еще там ей нравится тот же типаж мужчин, что и вам, а эти мужчины больше внимания там на вас как-то обращают. А еще больше тут может быть такое раздражение, прям зависть, если на нее этот мужчина какой-то вообще не обращает внимания. А тут еще такой, знаете, может быть такой подтекст. Мужчина на нее там, понятно, может как-то обращать внимание, но как будто бы она считывает, что к вам совершенно иное какое-то вот восприятие у этого мужчины. Ой, у мужчины вас. Вот как будто так вот тоже. Вот что-то тут это. При этом она может прикладывать максимум усилий для того, чтобы этот интерес у мужчины вызвать. А он будет, но такой, знаете, на уровне где-то, ну, извините, как у мужчины понимает, что она в нем, допустим, очень заинтересована и тупо пользуется, да, вот как-то так. А в отношении вас тут может быть, не буду говорить любовь, но страсть прям какая-то. И она это может считывать, тут ревность, даже зависть, ревность. Как будто, знаете, вот тут между строк вот такое, как сквозит. Я столько усилий прикладываю для того, чтобы он там обратил на меня внимание, уж не знаю, там на какое-то свидание позвал, так сказать, да. А на вас смотрит, думает, а она еще носом воротит, и ей там без цветов не приходи, да, на какое-то свидание. Допустим, если на свидание она сама там готова, допустим, в припрыжку бежать к какому-то, ну, типаж мужчине какому-то, сама там может встречи назначать, а она смотрит, тут какая-то зависть, что думает, и она реально видит, что, допустим, вам, если мужчина за вами не заедет, там, элементарно, да, там на машине и там с какими-то цветами, то вы там еще 1000 раз подумаете, нужно вам с этим мужчиной как-то вообще что-то пытаться строить. Я не говорю, что это на повседневно, это как будто бы в самом начале, вот какая-то планка у вас одна, вот вы себя такой видите, вы себя такой несете, да, и как-то это гармонично. Но тут как будто вот такой подтекст, она прикладывает много усилий, а результат у нее получается ниже, чем, ну, вообще ее не устраивает, чем, допустим, вы. Ей кажется, что вы вообще никаких усилий не прикладываете. Это тут чуть ли не мужчины, не то, что к вам, к вашим ногам штабелями складывается. Ну, как-то так. Заинтересованы в вас больше. Но оно тут где-то и закономерно, но ей это непонятно. Так, давайте посмотрим еще, чему завидуют. Вот эти вот сочетания, вот тут как будто бы, если в отношении вас тут какая-то ситуация такая непонятная складывается, вот как зарождение, рождение, опасность в отношении вас, тут карта Морочка. Это, ну, у любого из нас в жизни бывают моменты, да, где мы пытаем, ну, не то, что пытаемся, мы можем считывать людей не теми, кем они являются на самом деле. То есть в отношении нас могут проходить какие-то манипуляции, люди пытаются скрыть свои истинные какие-то желания, опять достигнув того, что они там перед собой ставят цели, какую-то там
И, знаете, пускают пыль в глаза, где-то сознательно не озвучивают и не показывают своих каких-то этих истинных желаний. Может быть, они для нас не очень такие, ну, скажем так, ни добро не нам несут. Так вот, вот почему-то вот такие карты, о чем я говорю, опасность, оморочка и рождение. Тут как будто бы она говорит, что вот когда такая какая-то ситуация стрёмная, странная какая-то, непонятная, которая грозит для вас вот этой опасностью, может, с какими-то последствиями, там, где вот по этой карте оморочка, это тоже касается, если там мужчина какой-то, вот так вот себя, не знаю, несет, он себя так позиционирует, да, что он такой там, не знаю, уверенный в себе, он принесет счастье любой там. Вы можете, вот как любая, да, из других женщин, первое время на это как-то, на эту провокацию, на это какое-то соблазнение повестись, если можно так сказать. Но потом, если другая останется в этом и полной чашей, да, и спьет там негатива, разочарования, тут и предательство, и, в общем, может впасть в депрессию, то почему-то она говорит, что а вы как-то по карте подсолнух все равно сориентируетесь, вот не то, что там подстроитесь, а вот найдете правильный выход, вот она этому завидует как-то. Так, о чем самобичевание, сейчас спрошу. Завидуете? Почему он этому завидует? И что? Всадник. Медведь. Так интересно. Тут даже если какой-то мужчина, да, такой, я же говорю, в котором, ну, можно ошибиться. Тут мужчина, может быть, люди, которые, ну, тут скорее мужчина, потому что тут карта Эрос. Тут, знаете, она говорит о том, что вы живая, вы привлекательная, вы для мужчин сексуально привлекательна. Но тут даже, если вы можете там, ну, поддаться искушению, да, а потом даже какому-то, ну, заниматься типа самобичеванием, прекрасно осознавать, что да, вот тут вот страсть, тут секс, тут я как бы извините, вляпалась в это все, зачем я подчинилась чему-то, это ваша карта. То я спрашиваю, так а чему же она завидует? Тут как будто бы вот вы можете проживать вот это вот все. Вы живой человек, ранимый, страстный, и для мужчин вы интересны. Тут как будто бы и вы можете ошибаться, и где-то вы можете обжигаться и делать какие-то не то что неправильные шаги, ну, как все живые люди. Но я спрашиваю, чему же она завидует, ну, что тут такое? А она завидует тому, что вот вы потом вы находите все-таки из вот этого как лабиринта, да, непонятного, вот через вот эту карта змея, искушение какое-то, да, тут у вас, но это же и мудрость. С этой мудростью у вас это болезненный опыт тут какой-то приходит. По поводу карта всадник, вот этих каких-то мужчин, которые, ну, когда пришел тогда его время, герой-любовник свои потребности закрыл. И вы делаете, в конце концов, правильный выбор. Вы, в конце концов, выбираете по карте медведь. Это мужчину стабильного, который вкладывается в отношения, простраивает, ну и скорее всего, такой ответственный, знаете, во всех смыслах мужчина. То есть вы учитесь на этих, даже на своих этих болезненных уроках. Как будто бы вам дано и страсть познать, и может где-то там, ну я даже не буду говорить накосячить, нет, просто прожить яркую жизнь. Вот тут так вот у вас получается. Но в конце концов, как будто бы вы останавливаетесь, то есть вы не то, что там не зависаете долго в этих каких-то отношениях, каких-то деструктивных, но вы проживаете это все, идете и делаете правильный выбор. Вот как-то так. Живете какой-то своей жизнью, наполненной, где-то яркой, где-то тут какой-то, может быть, даже, ой, не буду говорить, что рисковой, ну, почему-то ей кажется, что тут вы не боитесь ошибаться, там где-то разочаровываться. Но в конце концов идете и выбираете правильного мужчину. Вот ей так кажется. Опять-таки, чему завидуют? Чему завидуют? Тут много чему завидуют. Первая карта мораль, ну это добро, свет, тому, что вы можете вот как-то
выстраивать даже отношения, может быть, с окружающим миром. Не буду тут говорить именно с мужчинами, женщинами, не буду тут разделять. Вообще с окружающим миром из позиции не так, что там я пойду по головам, я тут там, я тут, не знаю, боль принесу, разочарование, буду самоутверждаться. Нет, мораль, тут открытые ладони, с чистым сердцем, с чистыми какими-то вашими помыслами, убеждениями, которые не будут, опять-таки, других людей там какую-то позицию жертвенную загонять. Ну, тут как бы вот этому она завидует, что у вас так получается. Ну, может быть, понятно, что какие-то недоброжелатели вы там и, не знаю, может, есть у вас какие-то недоброжелатели, но завистники точно есть. Но, по крайней мере, сознательно вы не идете на то, чтобы этих врагов плодить, для того, чтобы, опять-таки, где-то почувствовать себя лучше. Еще вот завидует тому, что по карте звезда, ну тут много можно говорить. Звезда — это интеллект, звезда — это привлекательная внешность. Звезда — это основное, это в данном контексте, это женщина, которая идет за своей мечтой, своей реализацией, женщина, которая ну, где-то умеет даже, вот, знаете, не останавливаться, может, на время остановилась, но потом все равно следует за этой мечтой и идет и воплощает ее, потому что карта мост рядом и звезда, это говорит о том, что женщина делает конкретные шаги, и их видно, и тут вплоть до того, что даже не одна у вас какая-то цель, мечта, вот, допустим, один, ну, там, другой или другая женщина там воплотила, что-то остановилась и в этом кайфует, а тут нет, вы как будто бы одно что-то напридумывали, тут она уже успокоилась, думает, слава богу, вы успокоились, а тут она узнает, вот это ваша завистница, что, боже мой, у нее еще новые какие-то там цели, мечты, она реально к ним идет. Вот тут такое, девочки, что-то мне сегодня такое вышло. Ладно, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!